Если поклонника Спектрума в России спросить о том, с какой игрой ассоциируется его любимый компьютер, то чаще всего мы, возможно, услышим про Дизи и Элиту. Последняя популярна у спектрумистов благодаря многим вещам. Тут тебе и разнообразный геймплей, от торговли до космических боев, и миссии, и стратегия, и самое главное, полное погружение в атмосферу игры, где каждый игрок чувствовал себя этаким космическим искателем приключений за штурвалом своего собственного космического корабля. Такие ощущения давала трехмерная графика, о которой я сегодня хочу поговорить. Всем привет! Вы на канале Pixelfunk, я Макс Перов. Хочу с вами сегодня поговорить на тему векторные игры на компьютере ZX Spectrum. Конечно, у меня нет цели рассказать прям про все существующие игры в этом стиле, но какие-то определенные мы с вами затронем и, конечно же, поговорим не только о них, но и о технической составляющей. А вы, мои дорогие зрители, пишите в комментариях о своих любимых играх, которые вам встречались, может, какие-то вам очень нравятся. И, соответственно, это все обсудим. Ну и, конечно же, не забудьте подписаться на канал, поставить свои жирные лайки, это поможет продвижению этого видео, а я уверен, оно будет очень интересным. Поехали! Итак, Элита. Игра Дэвида Брейбена и Яна Белла, выпущенная в 1984 году для компьютеров BBC Micro, компании Acorn Soft, а затем портированная на разные платформы, среди которых порт 1985 года от британского издателя Firebird Software для ZX Spectrum. Настоящая космоопера, к коей ее довольно часто причисляют за рубежом. Огромная галактика с кучей планет. Летаем, торгуем, сражаемся с космическими пиратами, выполняем миссии. И, учитывая прилагаемую к игре новеллу «Темное колесо», ищем таинственную планету Раксла, попасть на которую можно только в статусе элит. Но мы с вами уже давно знаем, что Раксла — это всего лишь повод. Возможно, даже недостижимая цель. Популярность игры была очень высока, а оценки игровых изданий были просто непостижимыми. Вообще, про феномен игры Элита можно говорить очень долго, но наша сегодняшняя тема про ее конкретную особенность. Главной уникальностью игры была графика, выполненная в таком векторном стиле. Она давала все эти ощущения объема, даже несмотря на то, что полигоны были абсолютно прозрачные. И по сути на экране компьютера игрок видел лишь каркасы объектов. Ну конечно же, нам этого было достаточно. И хотя Элита была не первой игрой с такой графикой, она стала главным векторным хитом для компьютера ZX Spectrum. Если кто не знает, впервые векторную графику вот в таком 3D применила компания Atari в своей игре 1980 года Battlezone. Потом, конечно же, ее стали использовать прям все, кому не лень. В основном это были рейл-шутеры от первого лица. Но вернемся на ZX Spectrum и поговорим о том, почему Элита уникальна не только с точки зрения геймплея. Дело в том, что Элита — это фактически продукт чистой математики, которая выжимает из процессора Z80 максимум. Уникальность движка игры в том, что он настолько оптимизирован, что умещает в себя все эти планеты, галактики, корабли, передвижения, бои, да и вообще все, без каких-либо просадок при этом. Игра работает ровно и плавно, даже по меркам Спектрума. Смотрите, движок строится на таблицах синусов, косинусов, обратных величинах, заранее просчитанных, между прочим, и хитром алгоритме, который не помещает игрока в систему координат, а помещает систему координат вокруг игрока. Таким образом, сам игрок и является началом координат. Но и это еще не все. Движок не только рисует каркасы, но и скрывает лишние линии, которые не должны быть видны. Для этого на объектах используется вектор нормали. Я не стал долго и муторно объяснять технические подробности, просто поверьте, что такой подход использовать заранее просчитанные координаты и двигать мир и объекты вокруг игрока, а не наоборот, сильно ускоряет движок. Вы мне скажете, что векторных игр просто огромное количество, все они работают достаточно плавно. Так в чем же уникальность Элиты? А уникальность, ребята, вот в этом всем, я не побоюсь этого слова, галактическом масштабе самой игры. И поверьте, движок очень хорошо оптимизирован и идеален для именно вот этого вселенского масштаба. Но давайте уже я перестану петь дифирамбы Элите, и мы с вами посмотрим еще несколько игр. Звездные войны.
Элита у меня была не первой игрой с векторной графикой. Первая векторная игра, которая была у меня на кассете с играми для Спектрума и сразу привлекла мое внимание, была «Звездные войны». Самая моя любимая франшиза, игры по которой я хотел поиграть в первую очередь. Сказать по правде, игра меня сильно не впечатлила, и хотя в самом начале я с удовольствием расстреливал тайские истребители, или как еще принято называть Сith-истребители, пролетал над поверхностью Звезды Смерти, потом пытался взорвать ее, мне это достаточно быстро наскучило. Игра целиком посвящена финалу Новой Надежды, и каждый уровень повторяется, хоть и становится сложнее. Ну и как часто это бывает, игру портировали на Spectrum и другие платформы с аркадных автоматов. У нее есть продолжение «Империя наносит ответный удар», также выполненная по мотивам одноименного фильма. В ней уже побольше этапов, а также управление несколькими кораблями. Тут вам и снежные спидеры в первых двух этапах, и тысячелетний сокол Хана Соло в третьем и четвертом этапах игры. Несмотря на разнообразие врагов, уровней и большую продолжительность прохождения, игра также достаточно однообразна. Уровни повторяются с большей сложностью, а геймплей никак не меняется. А вообще, я придираюсь, потому что игры компании Atari выпущены были как раз-таки в золотой век аркадных игр. Они достаточно хорошо управляются, они в то время были очень интересными, поэтому получили хорошие отзывы и высокие оценки. Ну а мы с вами давайте двигаться дальше, я вам расскажу еще об одной игре, с которой я познакомился как раз примерно вот в то же время, как и с Элитой. Академия. Как-то находясь в гостях у друга, я увидел, что он играет в какую-то игру. Там было несколько окошек, надо было вводить какие-то команды, потом, соответственно, летать, что-то делать. Я не знал тогда, что это за игра, но друг мне до этого еще ранее рассказывал, что он играет в некую академию. И вот именно в тот день я увидел эту игру впервые. Итак, что это за игра? Как рассказал о ней мой дружище, мы участвуем в тестировании пилотов, которым дается возможность выбрать или даже собрать свой собственный скиммер и отправиться на нем выполнять миссии на различных планетах. Собственно, это я и увидел, очередную миссию на очередной планете. Тут графика была уже побогаче, нежели в «Звездных войнах». Я даже попробовал в нее поиграть. Как выяснилось, просто так полетать не выйдет. И нам надо еще и вводить команды для разных действий. Разбираться в этом всем мне тогда очень не хотелось, а отсутствие постоянного экшена просто отключило мой интерес к игре. Гораздо позже я узнал, что Академия — это вторая часть игры. Первая называлась Tau Ceti, Тау Кита. Она была выпущена именно для ZX Spectrum, а лишь потом портирована на остальные платформы. Автор обоих частей, Пит Кук, пытался повторить движок игры Гайрон, но только в сеттинге космической фантастики. Он вдохновлялся, понятно, игрой Элита, а также произведениями Азимова. Вот таким образом он сделал абсолютно новую и значимую для Спектрума игру Tau Ceti. Смотрите-ка, снова отсылка к Элите. Ладно, давайте я расскажу о том, как с ней познакомился. Элита. Впервые я играл в Элиту, загружая ее с кассеты. Я знал, что и прогресс свой можно также сохранять на ленту. У меня не было каких-либо рекомендаций, и я просто пытался проходить игру так, как у меня получалось это делать. Я помню, как впервые получил повышение ранга через достаточно долгое время, и так этому обрадовался. Но прогресс шел долго. Игра мне ничуть не надоедала, а запустить Элиту было прям целым ритуалом. Я готовил парочку бутербродов, запасался квасом. Вы же знаете, подлетая к планете, вы не можете использовать ускорители из-за кого-то поблизости. И тут остается только откинуться на спинку стула, потягивать квас, откусывать бутер. И при этом, конечно же, следить, чтобы появившийся на экране объект не оказался каким-нибудь пиратом или астероидом. Ну, кстати, астероиды можно разрушить и получить лишние полкредита. В общем, чувствуешь себя этаким настоящим космическим капитаном. А потом предстояла стыковка с космической станцией, которая немало нервов угробила. И, кстати, многие игроки тоже долго осваивали искусство стыковки. Позже у меня появился дисковод, а вместе с ним и дискетка, где были сохранения, которые уже были записаны моим другом. Он очень много там налетал в Элите, получил там большой статус, там хороший рейтинг, кучу заработал кредитов. И самое главное, помимо того, что там был достаточно прокачанный корабль, у него был там стыковочный компьютер. Я выбрал путь космических сражений и пытался находить пиратов, таргонов и зарабатывать рейтинг на космических сражениях. Мне только оставалось вовремя покупать самонаводящиеся ракеты и заправлять звездолет. К сожалению, со временем я стал играть в Элиту все реже и реже, пока совсем ее не забросил. У меня хватало игр, в которые тоже надо было поиграть, ну, сами понимаете. Моя любовь к компьютерной тематике, точнее, к вот этим вот космическим всяким делам,
очень быстро привела меня к другой игре, о которой я вам сейчас расскажу. Ring Wars. Игра Ring Wars — это рейл-шутер от британской компании Cascade Games, выпущенной в 1989 году. И в это время производители игр уже умели пользоваться векторной графикой в полной мере. А еще больше, они научились совмещать растер и векторы. Описание игры говорит о следующем. На Солнечную систему напали инопланетяне, которые зовут себя Мир Кольца. Они захватили некоторые планеты своими кольцеобразными автоматическими станциями с дронами, и нам надо освободить наши планеты от захватчиков. Каждое такое уничтоженное кольцо ослабит оборону материнского корабля пришельцев, и в конечном итоге мы сможем его атаковать. Геймплей сводится к тому, чтобы получить сообщение об очередном таком кольце и направиться к планете через гиперпрыжок. Там надо будет отбиться от выпущенных в нас дронов. Далее мы сможем проникнуть вовнутрь кольца, добраться до реактора и заложить там бомбу. Таймер на бомбе мы должны выставлять сами, с учетом того, что после того, как мы бомбу заложили, нам еще надо успеть выбраться из кольца и при этом отлететь на безопасное расстояние. Также мы можем пополнять боеприпасы и восстанавливать защиту своего корабля на лунных базах, куда также надо самостоятельно добираться, используя подсказки навигатора. На самом деле, игра отличная, она имеет логическую концовку, я очень долго в нее играл в свое время. Но и минусы у этой игры тоже имеются, она действительно очень длинная, продолжительная, а вот сохранения в ней, никак не предусмотрены. Более того, я узнал, что многие даже и не знают о существовании этой игрушки. Движемся дальше. Star Glider. Еще одна леталка с фантастическим сюжетом, игра Star Glider. По сюжету мы выполняем миссии над планетой Новения, которую захватили некие эргоны. Наша большая задача — освободить планету от захватчиков. Игра пришла на Spectrum с Amiga, где была издана компанией Rainbird в 1987 году. А туда она попала годом ранее, так как вышла на Atari ST. Кроме всего прочего, такая же модель выпуска и у второй части игры. Сначала Amiga, Atari ST, а уже потом остальные платформы, включая Spectrum. И это уже был 1988 год. Кстати, и события в игре разворачиваются также через 2 года. На этот раз эргоны нашли способ захватить очередную планету, отправив туда целую космическую станцию. Наша цель — уничтожить ее. И теперь мы будем летать не только над поверхностью планеты, но и в космосе, а также выполнять миссии по сбору необходимого. К сожалению, эта серия обошла меня стороной. И если бы она тогда мне попалась, я думаю, что увлекся бы ей и залип, наверное, надолго. Но вот есть игрушка, в которую действительно очень долго играл и залипал прям в ней огромное количество времени, потому что там исследовательский мир. Но обо всем по порядку. Это игра Mercenary. Mercenary. Полное название — «Наемник. Бегство Старга». Это еще одна игра с векторной графикой из моего спектрумовского прошлого. Ну уж эту-то игру знают многие спектрумисты. История такова. Мы падаем на некую планету, на которой при этом происходит конфликт между двумя обитающими там расами — полярами и механоидами. Ну и как водится, одни хорошие, это поляры в данном случае, а другие плохие — механоиды. Кроме портативного компьютера, который дает нам подсказки и ориентирует на местности, у нас больше ничего нет. Нанимаясь на разные задания, можно накопить денег, чтобы приобрести необходимое для того, чтобы улететь с этой планеты. Способов заработка несколько. Можно помогать и тем, и другим, а может быть кому-то только одному. Можно стравливать расы между собой. Но есть еще и другие способы покинуть планету Тарк. В целом, надо выстроить свою стратегию, чтобы добиться цели. Мир достаточно большой, мы не ограничены в передвижении. Эта игра на самом деле захватывает своей нелинейностью прохождения. Тут буквально надо исследовать, затем понимать, как применить найденное, разобраться в подземных лабиринтах местных жителей. Я помню, в книжках с описаниями рисовались карты, мы сами там их пытались составлять, там указывались координаты, где есть какие-то более-менее значимые места. Но, в принципе, даже такая помощь не упрощала игру настолько, чтобы можно было просто взять ее и вот так вот сразу пройти. Как я узнал позже, у игры аж целых 3 части, но ни во вторую, ни в третью мне поиграть вообще не довелось. И вот здесь давайте немножечко сбавим обороты и давайте технически сравним вот эти 3 игры: Star Glider, Mercenary и Elite. Star Glider — фантастическая аркадная стрелялка. Траектория движения ограничена, заранее задана алгоритмом движка. Упор здесь сделан на динамичность и скорость. Технически ее можно поставить в один ряд со Звездными войнами, о которых я рассказал ранее.
Mercenary — квест с векторной графикой, где мы мало сражаемся и больше изучаем локации. Из особенностей здесь это заливка цветом и большая площадь для перемещения, гораздо больше, чем в Старглайдере. Но все еще мир ограниченный, хотя и содержит много векторных объектов. И, наконец, Элита. Полностью открытый, почти бесконечный мир. И именно к этому я и говорил, что Элита технически уникальна. Но не буду повторяться, давайте посмотрим и другие игры. Forbidden Planet. Игра «Запретная планета» — это такая леталка с векторной графикой. Она не является каким-то очень известным хитом, однако она была у меня на спектруме, и какое-то время я посвятил ее прохождению. Сейчас я знаю, что выпущена она в 1986 году британской компанией Design Design. Цель игры — проникнуть сквозь оборону на запретной планете, чтобы уничтожить базы Темного Лорда. Мы будем отбиваться от ракет, уничтожать артиллерийские башни и пытаться пролетать сквозь защитные поля. Геймплей достаточно однообразный, и, к слову, эти же разработчики 2 годами ранее выпустили игру Dark Star, которая очень похожа по геймплею, разве что действие происходит в космосе, а не над поверхностью планеты. И да, тут у нас та же самая векторная графика. Здесь векторная графика не рисует какие-то объекты или космические корабли. Здесь больше имитируется трехмерное пространство, и векторами выполнены уже заготовленные спрайты, что ли, если так можно выразиться. Поэтому эта игра, не совсем подпадает под рамки нашего сегодняшнего повествования, так что давайте на ней долго задерживаться не будем и двинемся дальше. И предлагаю немножко отойти от темы игр на космическую тематику. Гайрон. Я уже упоминал игру Гайрон, а теперь пришло время посмотреть ее поближе. В центре сюжета целая фантастическая история, но нам с вами надо знать главное. Гайрон — это лабиринт в лабиринте. Тут перемешались пространство и время. Его создал некогда гениальный ученый, который давно умер. Наша задача, перемещаясь на шаттле, пройти 2 лабиринта — Атриум и Некрополис. Понятное дело, в лабиринте куча опасностей, например, стреляющие в нас башни, которые надо уничтожать. Но самое главное — это огромные сферы, способные раздавить любого. Игра разделена на 2 части, которые также и отдельно загружались — Атриум и Некрополис. Но суть каждой части одинакова. В то время мне было интересно двигаться вот так по гигантскому векторному лабиринту, ускользать от огромных катящихся сфер, хотя я и не понимал конечной цели этой игры. Эта игра — еще один пример имитации трехмерного пространства. Но в отличие от Forbidden Planet, здесь весь мир именно построен на основе векторной графики. Вот этот весь лабиринт, он не просчитывается в реальном времени, он сразу загружается в память компьютера целиком. Конечно, это сильно отличается от того, что используется в космических леталках, но однако здесь именно все сделано на основе векторной графики. А значит, данная игра очень даже полностью подпадает под нашу сегодняшнюю тему. Ну вот мы с вами и пробежались по нескольким играм с векторной графикой. Однако, вы заметили, я не упомянул авиасимуляторы, коих огромное количество, выполненных также с использованием векторной графики. Лично я сразу могу вспомнить игры Tomahawk, где мы управляем вертолетом, F-19 Stealth Fighter, где мы можем почувствовать себя в роли пилота стелс-истребителя, и F-16 Combat Pilot, игрушка, которую многие относят к самым лучшим, я бы даже сказал, считают ее самым лучшим авиасимулятором на платформе ZX Spectrum. Там прям вся клавиатура задействована, там куча команд и прочего. Вот за это ее любят. Но, как мне кажется, авиасимуляторы — это такой более обширный жанр, который прям заслуживает отдельной темы и отдельного видео. И несмотря на то, что я сам авиасимуляторы не люблю, если вы, дорогие мои подписчики, захотите, чтобы я снял по ним видео, пожалуйста, пишите в комментариях. Я обязательно видео тогда сделаю, сюда выложу на канал. А вот сейчас самое время поставить видео на паузу, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, поставить лайк, ну и оставить какой-то комментарий касаемо того, что вы уже посмотрели, потому что сейчас, ребятки, мы с вами перейдем ко второй части видео.
Все прекрасно знают, что Spectrum не очень силен в графическом плане. Да, я понимаю, сейчас спектрумисты начнут по этой теме очередной холивар. Но это правда. Когда речь заходит об играх, особенно если сравнивать с некоторыми другими платформами, это ж ведь одно дело смотреть демки, а другое играть с комфортом в трехмерную игру. Так вот, несмотря на это, игры с трехмерной графикой выходили, высоко ценились и даже оставили свое наследие. Большую роль в этом сыграли игры с полигональной графикой. Есть, конечно, такое понятие применимо к Спектруму. Хотя, знаете, я думаю, применимо. Ну а почему, вы узнаете далее. Сначала ведь у нас выходили игры с векторной графикой, потом векторную графику стали совмещать с растровой графикой, а далее стали выходить игры, уже имеющие некое подобие полигонов. Ввиду графических ограничений компьютера ZX Spectrum, понятное дело, нельзя было поверхности закрашивать в разные там цвета определенные, поэтому чаще всего использовалась какая-то текстура, называется по-научному она дизеринг. И давайте, кстати, вот дальше про эти игры и поговорим. Куча игр на Спектруме вообще прошла мимо меня. Мне попадались иногда в книжках какие-то описания, где про игры говорилось, что типа это вот лучшая игра, или там это вот самая крутая игра. Ну, помните, да, в книжках что писали? У всех же такие книжки были. Так вот, мне, конечно же, захотелось посмотреть, что это за игры. И уже в эпоху эмуляции я что-то там скачал, посмотрел. Вот давайте посмотрим на одну из таких. Sentinel. Действительно очень крутая игра по меркам Спектрума, да еще и с 3D графикой. Удивляет, что такую мощную в графическом плане игру смогли выпустить уже в 1986 году. Все те же небезызвестные нам Firebird Software. Сюжет не менее интересен. Мы управляем роботом, который может поглощать части ландшафта, а также создавать деревья, груды камней и даже свои клоны. Он может быстро перемещаться по карте, но при этом надо следить за уровнем энергии и не попадаться в поле зрения некоего стража, который хочет нас поглотить. Наша задача, используя все имеющиеся возможности, получить больший уровень, чем у этого самого стража, и чтобы в результате поглотить его самого. Эта игра больше стратегическая, или я бы даже сказал логическая. Лично для меня она остается малопонятной. Да и сложности ей в принципе не занимать. Сами разработчики даже не думали, что кто-то осилит пройти все имеющиеся уровни. Собственно, поэтому в ней нет какой-то четкой концовки. Игра просто берет и зацикливается на первый уровень. Вот как раз это одна из тех игр, где полностью используются полигоны. Их там заливают и цветом, и даже неким подобием текстуры. Также применен эффект затемнения. И он как бы создает вот этот вот весь объем, дальность прорисовки. Ну и то, что движения в пространстве достаточно ограничены, они не дают возможности перенагружать прям железо Спектрума, все работает хорошо, обеспечивает геймплей на стабильной, удобной, ну, будем так говорить, удобной скорости. В игру эту я играл очень мало, потому что попросту не разобрался, что в ней надо делать. Еще меня отталкивал такой размеренный геймплей, спокойный, тихий. Мне хотелось экшона. И, понятное дело, я начал искать такие игры, и они нашлись. Total Eclipse. Среди них игра в двух частях «Полное затмение». Она повествует о приключениях археолога, который пытается предотвратить разрушение Луны из-за проклятия, наложенного на пирамиду в Египте. Судя по всему, во время лунного затмения пирамида выстрелит лучом, который эту самую Луну и разрушит. Ну а обломки упадут на Землю, устроив тем самым глобальный катаклизм. Ученый исследует пирамиду, решает головоломки, собирает анхи, чтобы открывать двери. Ему надо найти тайное святилище бога Ра и разрушить его до того, как затмение случится. Во второй части мы узнаем, что проклятие все еще не снято. Но способ есть. Надо отыскать и собрать 12 частей сфинкса и поместить их в определенном помещении пирамиды. Только тогда проклятие будет снято. А значит, нас снова ждут ловушки, головоломки, поиск предметов и скитания по пирамидам Египта. Это, кстати, достаточно интересная игра, и разобраться в прохождении не так-то уж и легко. Я пытался играть в обе части и ни разу не смог их пройти до конца. Большинство действий в таких играх совершаются интуитивно. Например, а что будет, если я сделаю вот так-то? А что если будет, если я сюда вот выстрелю? Но главная особенность — игра полностью реализована на полигональной графике. Я даже больше скажу, тут собственный движок. Называется он Freescape и разработан компанией Incentive Software.
Особенность заключается в том, чтобы хранить целую иерархию объектов, если я правильно понимаю, и задавать изменения в заранее заданных диапазонах. Вот если в векторной элите мир поворачивался плавно, используя таблицу синусов-косинусов, то здесь вращение камеры более дерганое, так как таблица состоит из точных градусов углов. Это потребовалось, чтобы снизить нагрузку на процессор, так как объекты при прорисовке еще и заливаются текстурой, хоть и сильно ограниченной в разнообразии. Говоря простым языком, Spectrum должен был быстро рисовать окружающий мир, объекты, а также реагировать на все движения и действия игрока с максимально возможной скоростью. Но для Z80 это сложно, а движок Freescape поэтому считается максимально адаптированным под этот процессор. И на нем есть и другие игры. Darkside. Похожая игра с такой же графикой, но с другим сюжетом у меня была на той же дискетке, что и Total Eclipse, и называлась она Darkside. По сюжету нас отправляют на Луну некой планеты Эват. На ее теневой стороне космические террористы построили супероружие, которое способно уничтожить всю планету. Это оружие нам и предстоит обезвредить. В целом, геймплейная игра отличается от полного затмения тем, что здесь у нас появилась возможность использовать джетпак, а также у нашего скафандра есть защитное поле. Энергия скафандра распределяется и на защитное поле, и на джетпак, а значит надо следить за ее уровнем. Также тут нам встретится больше врагов, а значит и пострелять тоже придется гораздо больше. А вот эта игра предлагает уже намного больше игровых механик, но легче от этого не становится. Более того, уже в 2000-х я узнал, что «Темная сторона» — это продолжение игры Driller, которая мне попросту ни разу не попадалась, у меня ее никогда не было, и я не видел никаких описаний про нее в книжках. Так что давайте посмотрим, что это за игра такая. Driller. Итак, игра, с которой началось спасение уже известной нам планеты Эват, рассказывает нам про человека, который вынужден жить вдали от дома из-за некоего обвинения и работать при этом бурильщиком. И когда над планетой Эват нависла угроза уничтожения из-за того, что один из ее спутников может взорваться и захватить с собой Эват, у парня появляется шанс очистить свое имя и вернуться домой. Ему предстоит тяжелая миссия, где и пригодятся его навыки бурильщика. Его задача установить 18 буровых установок, чтобы из недр спутника вышел газ и взрыва не произошло. На все про все у парня 4 часа. И все было бы легче, если бы спутник не охранялся автоматизированной системой безопасности, которую никто не отключил. Если мы углубимся в сюжет, мы узнаем, что планета называется Эват, мы узнаем про инопланетную расу, которая управляла всем до прихода людей. Мы узнаем, что у этой планеты есть спутники, мы узнаем знакомое слово Oblivion, вспомним даже фильм про глобальное переселение людей на другую планету. Но это все сейчас уже не интересно, ведь нам важнее то, что происходит в игре именно сейчас. И тут получается, что герою в очередной раз надо спасти всех на далекой планете, защищенной роботизированными системами, и сделать это надо за отведенное время. Выходит, что Total Eclipse, Darkside и Driller — это такие игры примерно одинаково выглядящие, у них примерно одинаковая графика, у них примерно одинаковый геймплей, и даже сюжеты как-то немножко схожи, несмотря на то, что Total Eclipse происходит как бы в Египте, а Driller и Darkside — это фантастические игры. Но уже тогда, в 90-е, вот честно говоря, для себя такой вывод сделал, что эти прям игры надо поместить в отдельную такую категорию. Также сюда можно добавить еще 2 игры. Это Castle Master и Castle Master 2. Про них известно то, что... Мне известно то, что движок для них, вот этот движок Freescape, был еще больше усовершенствован, потому что там требовалось особое внимание уделить врагам и улучшить боевую систему. Ну а мы с вами движемся дальше. И речь пойдет снова об игре, которую мне не довелось поиграть, но не рассказать о ней просто нельзя. Она считается очень крутой и достаточно уникальной в своем роде, поэтому давайте вооружимся данными из интернета и посмотрим, что это за игра. Carrier Command. Carrier Command — игра, в которой мы будем управлять целым авианосцем. Жанр игры — стратегия в реальном времени в сочетании с тактикой и симулятором. Выпущена она была Rainbow Software в 1988 году, и на Spectrum она попала не сразу. Наша миссия — захватывать различные острова, добраться до вражеского авианосца и уничтожить его. Хоть игра и поздняя, она была достаточно революционной для своего времени, в первую очередь из-за сочетания жанров.
Игру разработали все те же ребята, которые подарили нам Star Glider. Но и здесь они умудрились осуществить техническую мини-революцию. Игрушка работала только на машинах 128К, потому что в ней, в принципе, был совмещен вообще весь опыт работы с векторной графикой. Это и рисование каркасов, вот почти как в Элите, и заливка полигонов текстурами, так называемый дизеринг. Вот, кстати, вы уже не в первый раз от меня слышите слово дизеринг, и если вы с этим термином не знакомы, напишите, пожалуйста, в комментариях, я вам постараюсь как-то кратко объяснить, как это технически устроено. Но суть очень простая, мы получаем объекты с тенями, даже в тех условиях, когда у нас мало цветов, у Spectrum уже как бы ограниченная палитра. Вот, а мы можем там придать объем, сделать тени и все вот прочее. Этим вот самым методом дизеринга. А как удалось избавиться от тормозов? Все очень просто. Пока мы видим один экран, в другой странице памяти уже рисуется другой, с изменениями. Затем он незамедлительно выводится, а в это время уже рисуется в памяти третий и так далее. Теневой просчет происходит благодаря 128 килобайтам памяти. Именно поэтому игру не удастся запустить на 48 килобайтной машине. Далее у нас по списку еще одна игра, которая является шедевром графических возможностей на ZX Spectrum. Давайте сначала посмотрим, что это за игра, а уже потом я объясню ее технические параметры, если можно так сказать. Fighter Bomber. Конечно, я не любитель авиасимуляторов, да и тема очень обширная, но тут надо сказать пару слов, потому что игра Fighter Bomber многими считается идеальным авиасимулятором, и ведь есть за что ее таковым считать. Тут прям вот все атрибуты жанра. Взлеты есть, посадки есть, авиабои присутствуют, куча кнопок управления самолетом. Но главная изюминка — осмотр внешнего вида самолета. Можно посмотреть на самолет со стороны в реальном времени. Всего в игре на выбор дается 4 самолета, а задача наша — пройти все миссии, заготовленные командованием, чтобы доказать, что мы лучшие пилоты своей страны. И вот это все действие, хоть и красиво выполненное, продуманное, имеет обратную сторону, не очень-то высокую производительность. И вот как раз это возвращает нас к самому началу видео, где я говорил про скромные графические возможности ZX Spectrum. Но, конечно же, стоит сказать, нас это все устраивало, мы в это все играли, а любимый спек нам доказал, что и в 3D можно неплохо так погонять. Тем более, что у игры невероятное для Spectrum техническое воплощение. Создатели игры Vector Graphics умудрились выжать из Z80 все, чтобы игра могла дать приемлемую производительность, выдавала нам самую реалистичную полигональную графику при этом. Конечно, она также состоит из залитых текстурами полигонов, но тут они выполнены более тщательно, чтобы мы ощутили настоящий объем. Это касается как объектов на Земле, так и видов нашего истребителя. На Spectrum существует еще один графический движок. На нем реализована, пожалуй, самая медленная игра, но она, между тем, очень крутая. И давайте о ней поговорим. Hard Driving. Сложное вождение. И именно так переводится название игры. Это первый автосимулятор с трехмерной полигональной графикой. На Spectrum игра попала в 1990 году, куда была портирована с игровых автоматов. Впрочем, как и на другие платформы. Примечательно то, что впервые в игре были задействованы повторы, а сама игра запускается даже на 48 килобайтном спектруме, несмотря на графику, которая выжимает прям все ресурсы компьютера. Да, из-за этого наблюдаются тормоза, но в целом игра играется вполне прилично, особенно если привыкнуть. Суть игры — испытать спортивный автомобиль на заковыристой трассе. Надо точно рассчитывать скоростной режим. Аркадность управления полностью отсутствует, а значит, нам надо постоянно выкручивать руль и грамотно управлять скоростью. Поначалу кажется, что игрушка очень сложная. В принципе, название это оправдывает. Но если вы привыкнете к управлению, достаточно недолгое время даже в нее поиграв, я уверен, вы сможете ее спокойно пройти. Потому что ввиду ограничений Спектрума игрушка попала на него в урезанном виде. Давайте разберемся с ней немножечко поближе. Оригинал игры выходил на аркадных автоматах, где хватало мощностей, чтобы просчитать полигональную графику в реальном времени без потерь производительности. На Спектруме же процессор Z80 не может выполнять такие же задачи в реальном времени, а также имеет серьезные ограничения по сравнению с железом аркад.
Поэтому был применен метод, использованный в уже знакомом нам движке Freescape. А вот как рисовалась дорога и нам показывались повторы аварий, это прям отдельная хитрость. Дорога — это, по сути, набор линий, которые имели заданные границы. Поэтому игра не высчитывала каждую линию отдельно, а просто рисовала их по заданному алгоритму. Примерно по такому же принципу рисовались машины и объекты. Мы видели баги при игре, когда появлялись лишние линии, объекты проходили сквозь друг друга. Это вот и есть результат экономии ресурсов процессора. Повторы — отдельная тема. Игра не просчитывала картинку в реальном времени, не хранила записанное видео, само собой, а просто сохраняла данные действий за последние несколько секунд, что давало, используя этот массив, заново нарисовать сцену, но как бы со стороны. Вот такой хитрый прием. Почему же игрушка так медленно работает? Ну, все очень просто. Графический харддрайвинг — это честный векторный 3D-движок. Он симулирует полигоны и по факту является хорошо оптимизированным рисовальщиком линий. И делает он это по таблицам. То есть таблицы линий сразу заложены в движке игры. Тут нет у нас ни цвета, ни детализации, но сделано это все ради того, чтобы хоть сколько-то кадров 3D графики нам Spectrum выдавал. Движемся дальше. А вот про следующую игру можно сказать, что без бутылочки тут не разобраться. Я про нее очень много слышал от своих друзей-спектрумистов и сам ее не видел ни разу. Но все они как один заявляли, что в игре офигенно классная графика. Вот правда сюжет непонятен. Ну, давайте разберемся, что ли. Eye of the Mask. Итак, тут сказано. Мы надеваем костюм с джетпаком и перемещаемся по лабиринту, где разбросаны части робота. Нам надо их собирать. В игре сбор — это, если что, расстреливание. Собирать их надо в определенном порядке, чтобы робот собрался от пяток до головы маски. В лабиринте есть кристаллы, выстрел по которым переместит нас в определенную часть лабиринта. И вот, перемещаясь таким образом, надо найти все части робота. Слушайте, игра действительно имеет классную трехмерную графику. Но знаете, в чем прикол? Это не та векторная графика, про которую мы сегодня с вами говорим. Главный разработчик игры, Сэнди Уайт, известен своими хитрыми приемами. Вот и в этой игре то, что кажется векторной графикой, на самом деле ею не является. Абсолютно все, что мы видим, это заранее нарисовано и сохранено в памяти компьютера. Поэтому каждое движение, каждое изменение просто выводит на экран заранее заготовленные спрайты. Вот такие вот дела. Ну а я хотел бы завершить обзор игр с векторной графикой на Спектруме именно на такой ноте. Уверен, в комментариях вы напишите про свои любимые векторные игры. Может, даже какие-то вспомните интересные, на которые стоит обратить внимание. Также не забудьте подписаться на телеграм-канал, ссылочка есть в описании к видео и в шапке канала. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч, как говорится, и увидимся с вами в новых видео и на стримах. С вами был Макс Перов. Пока-пока.